Привет! Ты забрел на канал про кино. И правильно сделал. Тебе уже кажется, что все сериалы одинаковые и что все как-то предсказуемо? Тогда тебе точно сюда. Я собрал подборку, где нет банальщины, зато есть напряжение, стиль, нестандартные герои и сюжет, который не отпускает. О некоторых из этих сериалов ты, возможно, даже не слышал, но они точно заслуживают твоего внимания. Так что давай разбираться, что реально стоит посмотреть. Поехали! Итак, детективы и любители качественных сериалов. Сначала у нас на повестке скандинавский тяжеловес, сериал «Мост». О чем сюжет? На мосту между Данией и Швецией, прямо посерединке, находят тело. Ну и, понятное дело, начинается совместное расследование двух стран. В общем, будет не только закрученный детектив, но и шикарная химия между героями. Они такие разные, что смотреть одно удовольствие. Кто в главных ролях? София Хелен играет шведскую детектившу. Очень необычная героиня. Ходит на работу как на войну, всегда в кожаных штанах и прямолинейная, как Google без фильтров. Ким Бодни играет датского следователя. Человек-душа, юмор, семья. Отличный контраст к саге. Сериал называли лучшим европейским криминальным проектом. IMDb дает мощнейшие 8,6 из 10. Зрители в своих отзывах называют сериал шедевром скандинавского нуара. Так что ставь чай, выключай свет и погружайся. Только не удивляйся, если залипнешь на все выходные. А теперь сериал, если хочется что-то стильного, умного и немного мрачного. Начало 1900-х. Госпиталь Никербокер. Место, где хирурги работают почти на грани фантастики, но с инструментами, от которых сегодня волосы дыбом встают. Главный герой – талантливый доктор. Он одержим наукой. Параллельно в больнице появляется молодой чернокожий хирург. Все это происходит на фоне прогресса, расизма, классовых конфликтов и настоящей драмы. Главные актеры – Клайв Оуэн, знаком зрителю по фильмам «Дитя человеческое», «Город грехов» и множеству британских драм. Андре Холланд, исполнивший очень сильную роль в этом проекте. Позже он снялся в «Лунном свете» и «Касл Рок». Режиссер сериала – Стивен Содерберг. Весь сериал снят им лично, а он не делает проходников. Это один из самых недооцененных сериалов десятилетия. Так утверждают зрители. Больница Никербокер – это стильная, мощная, местами жесткая, но очень честная история. Вас ждет всего 2 сезона, но впечатление будет море. На разделочном столе добротная спортивная драма. Главный герой – бывший боец смешанных боевых искусств, но теперь он тренирует молодых спортсменов. Среди них его собственные сыновья, у каждого из которых свой характер и свои тараканы в голове. Плюс бывшая жена и непростые отношения с девушкой, которая одновременно и тренер, и управляет всем этим залом. В актерской команде Фрэнк Грилла, его можно вспомнить по «Судной ночи» или «Капитану Америка». Ник Джонас, он из американской поп-рок группы, но здесь все по-взрослому. И Джонатан Такер, мы знаем его по «Ангелам Чарли» и «Миру Дикого Запада». Зрители хвалят сериал за реализм, отличную актерскую игру, атмосферу и психологическую глубину. Сериал «Королевство» – это крепкий выбор. Без лишнего шума и без супергероев. Просто жизнь бойцов с провалами, победами и попытками стать лучше. Не всегда просто, но зато по-настоящему. На очереди сериал для тех, кто любит, чтобы экшен был по-настоящему крутым. Представь, выходит мужик из тюрьмы, присваивает чужую личность, становится шерифом в маленьком городке под названием Банши и начинает творить такую дичь, что ты просто не можешь оторваться. Тут и криминал, и погони, и драки. Не сериал, а чистый адреналин. И все это на фоне кучи тайн из прошлого и безумной личной драмы. Кто в главных ролях? Энтони Старр, тот самый психопат Хоумлендер из «Пацанов». Здесь он такой же харизматичный и опасный. Ивана Миличевич, запомнившаяся по фильмам «Казино Рояль», «Ванильное небо» и сериалу «Готэм». Что говорят люди? Это как Джон Уик, который переехал в глушь и стал шерифом. Люди пересматривают по несколько раз, потому что кайфуют от атмосферы, персонажей и, конечно, от безбашенного экшена. «Банши» – это сериал, который берет тебя за шкирку с первой серии и не отпускает. «Остановись и гори» – это сериал, о котором многие не слышали. Это история о том, как в 80-е зарождалась компьютерная революция. Стильный и очень человечный рассказ о людях, которые мечтали изменить мир. И делали это, пока корпорации спали. Главный герой – харизматичный, немного загадочный парень по имени Джо. Он когда-то работал в IBM, но ушел, чтобы собрать свою команду и замутить проект, который должен сломать все устои. Лидеры актерской команды – Ли Пейс, до этого был Драндуилом в «Хоббите», и Маккензи Дэвис. Ее мы видели в блокбастерах «Марсианин» и «Бегущий по лезвию 2049».
Что особенно хорошо? Атмосфера 80-х очень стильно, достоверна и без клюквы. Отличная актерская игра, каждый персонаж живой, с ростом и внутренними конфликтами. Крутой саундтрек и приятная визуалка. «Остановись и гори» – это умный, глубокий и недооцененный сериал. Очень рекомендую. Не проходи мимо. Есть такой сериал «Исправлять ошибки». История простая, но цепляет. Парень, Дэниел Холден, сидел 19 лет в тюрьме, но потом доказали, он невиновен. Сериал показывает, как он пытается заново построить жизнь. Это не просто криминал, а очень глубокая драма о людях и их чувствах. Про актеров. Аден Янг играет Дэниела. Он отлично справляется с ролью. У него в карьере есть несколько крутых фильмов. Эбигейл Спенсер, сестра Дэниела, известна по другим популярным сериалам. Клейн Кроуфорд, сводный брат, прекрасно справился со своей ролью. Джей Смит Кэмерон, мама Дэниела, отмеченная Золотым глобусом за роль в драматическом сериале HBO «Наследники». IMDb дает заслуженные 8,3 балла из 10. Критики отмечают глубокий и медитативный подход сериала, его внимание к деталям и сложным человеческим отношениям. Вывод. Если любишь драмы с душой, этот сериал точно стоит посмотреть. Если ты думал, что видел все, посмотри немецкий сериал от Netflix «Тьма». Это настоящая головоломка, где каждую серию ты собираешь пазл и пытаешься не запутаться во времени, фамилиях и поколениях. Маленький немецкий город. Исчезает подросток. Начинается расследование. Вроде бы стандарт, но буквально через пару серий ты уже в теме временных петель, семейных тайн и очень нестандартных поворотов. Сюжет сложный, требует внимания, но все вполне логично. Главные актеры – Луис Хоффман, грустит красиво, страдает по-немецки, играет круто. Оливер Массуччи, был даже Гитлером в одном из фильмов. Сериал получил несколько международных премий, включая награды за сценарий, режиссуру и актерскую игру. IMDb дает 8,7 из 10, а это очень высокая оценка для жанра. «Тьма» – это сериал, который требует внимания. Но если ты готов к сюжету с уровнями, временными скачками и по-настоящему интересными персонажами, это попадание в точку. «Утопия» – один из тех британских сериалов, про которые мало кто знает, но после просмотра ты не сможешь перестать о нем думать. История начинается с того, что группа обычных людей находит странный комикс. Но не просто странный, а такой, в котором, кажется, зашифрованы события, уже происходившие в реальности. Ну и дальше все идет по нарастанию. Конспирология, преследования, тайные организации и очень мрачные повороты. Сериал с самого начала создает ощущение тревоги. И ты не можешь расслабиться. Все время кажется, что кто-то следит. Потому что, возможно, так и есть. В кадре куча харизматичных актеров, и каждый герой запоминается. Зрители хвалят атмосферу, визуал и особенно музыку. Цвета насыщенные, кислотные, с акцентом на желтый. Стильно и узнаваемо. Так что, если хочется что-то умное, жесткое и нестандартное, сериал «Утопия» как раз то, что нужно. Минус только один. Сериал закрыли после 2-го сезона. Не потому, что он слабый, а потому, что слишком смелый. На этом у меня сегодня все. Если хоть один из этих сериалов тебе зашел, значит видео было не зря. Не забудь подписаться, чтобы не пропустить еще больше стоящих подборок. Смотри с умом. Услышимся.